Мои дорогие дебилы, дело серьезное. Солнце взрывается, пиво дорожает, а в дом ломятся гости. Нет, это не обычный день из жизни студента МГПУ. Это мир игры No I'm Not a Human, где главную опасность представляют нежеланные визитеры, которые могут оказаться так называемыми гостями, существами внешне похожими на людей, но таковыми не являющимися. И если вы, не дай бог, впустили такую гадюку к себе в дом, исход один — смерть. На связи Дезелф, давайте начинать. Посреди ночи к вам вламывается Костя Воронин и кратко вводит нас в курс дела. Днем выходить на улицу небезопасно, солнце нагрелось на жопной тяге и испепеляет людей заживо, а ночью вообще пиздец. Из-под земли выползают страшные твари, которых называют гостями. Кто они, хуй его знает, но впускать их нельзя, иначе мы отправимся на вечный покой в стационар, в 2 метрах под землей. Утром наш сосед объясняет механики игры и дает нам по дружбе ящик пивка для хорошего сна. А вот это мой человек! Это по-нашему. В первую же ночь к нам стучится дочь соседа, но мы-то знаем, что кто угодно может быть гостем, поэтому назови имя. Да-да, я тебя проверяю, назови имя. Почему ты не назвала? Нет, теперь я не отдам тебе твоего папу, он будет жить со мной, съебись, нищая сирота. Ну ты и задница, Костя. Второй иждивенец явно ростом выше орбиты, иначе я не знаю, как объяснить, что этот небоскреб не помещается в глазок. Беднягу выгнали из бара, а он всего лишь толкал пацифистскую идеологию. Конечно, проходи. И так будет на протяжении всей игры. Вот они долбоебы, у них что, своего дома нет? Но на самом деле есть один нюанс. Вот этот молодой человек. Нам не стоит говорить, что мы дома одни, и желательно, чтобы в нашем доме были жильцы. Ведь эта тварь распознает пиздеж лучше всякого детектора. Если вдруг вы дома один, и этот мэнчик пришел к вам, то у вас есть выбор из 2 вариантов. Вариант первый — путевка в Саранск, то есть смерть. На сегодняшний день количество предложений ограничено. Иди нах. Уйма времени требуется на анализ жильцов в своем доме. Как же понять, кто есть дебил, а кто гость? По зомбоящику и радио вещают о признаках, по которым можно выявить этих самых гостей. Белые зубы, грязные ногти, красные глаза и другие мерзости, на которые смотреть не особо приятно. Я знаю, что ваши зубы лучше моих, не надо хвастаться. Помимо этого мы можем проверять себя. Ну ёпта, а вдруг мы гость, а сами об этом не знаем? Но чем дольше мы будем выживать, тем абсурднее будут становиться эти самые признаки, да и вообще противоречить друг другу. И сами опознавательные знаки какие-то уж слишком ненадежные. Типа, представьте ебало чела, который сделал себе виниры незадолго до пиздеца. Или работягу с завода, что ебашил всю ночь энергосы внутривенно, а тут хуякс какие-то, блять, гости. Но кто они вообще такие? Теории самые разные. Кто-то говорит, что это живые мертвецы, выползающие из-под земли. По ящику говорят, что это некий вирус. Некоторые считают, что это пришельцы с другой планеты. Найти инопланетную форму жизни и трахнуть. Ну а всякие инфо-цыгане вещают, что это и вовсе могут быть злые духи или демоны. Что ж, видимо, мы не с пиздоболами каждый день сталкиваемся, а с демонами. В общем, да, полагаться придется не только на признаки, но и на свою интуицию. А ведь, между прочим, тут каждый второй подозрительный. Например, вот эта гадалка начинает знакомство не с приветствия, а с еблей неполового формата. Девушка, твоя поебистика про гороскопы очень важна в такое нелегкое время. Продолжай, заткнись. Непутевая маман, которая проебала своих детей, так еще и посралась со своим оленем. Женщина толкует, что переждет денек и уйдет, но по прошествии даже нескольких дней съебывать не собирается. Даже со своим ёбарем разговаривать не желает. Ну что ж, ладно, сами наберем мужику, ибо кто-то же должен ее забрать. Абонент недоступен. Просто найдите новый хуй. Ах, не может быть, она нахуй никому не сдалась. Запомните, мои дорогие дебилы, вот этого агрессивного человека. Прямое подтверждение того, что все очкарики зло. Сегодня ты впускаешь его в свой дом, завтра тебе кажется, что он и вовсе не отребье, а послезавтра даешь ему право голоса. Но ведь так нельзя. Ошибаешься. Поиграв достаточное время, до меня дошло, что когда мы убиваем гостей, от них остается труп, а если же мы убьем обычного человека, то от него останутся мусорные мешки. А еще есть нихуевый такой подвох. Среди бомжей, которых мы впускаем, есть персонажи, которые всегда являются людьми.
Например, мужик из бара, который приходит в первую ночь. Есть и те, кто всегда являются гостями. Склерозная кассирша тому пример. У нее совпадают многие признаки, а позднее она вообще едет кукухой. Каждый день мне неспокойно, ведь она сидит в кладовке совершенно одна и, возможно, уже не в себе и страдает. Надо добить, суку! И тут она выдает, что она гость. Моя психика не выдерживает такого охуенеза, и происходит бум в голову. Разъебала мне жильцов, сука картонная. А теперь самое сладенькое. В зависимости от вашей катки, определенные бомжи занимают разные роли. Играете вы в первый раз, и мужик по прозвищу Тыквенные семечки оказывается гостем. Поэтому, корешок, иди вдоль хуя, возможно, найдешь дорогу домой. А вот в следующей катке вы уже с полной уверенностью заряжаете ружье, чтобы его ебало потерялось в пространстве с ваншота. И вот получается, что я угробил вовсе не гостя, и по моей вине человек отправился на тот свет. За продуктами или на подольше, не вашего ума дело. Так, ладно, это точно гость. Эй, как тебе не стыдно? И все это усложняет и без того нелегкую задачу распознать петуха в своем бляднике. Одного признака может быть недостаточно, и едва совпадает один, не факт, что он точно говорит нам все о человеке. Помимо насущных гостей, есть другая проблема – КЧС. Работяги, что должны, по идее, помогать нам, спасать от гостей, но с каждым днем выясняется, что мутные они какие-то. Жильцов забирают, обратно не отдают, и с каждым разом надо им все больше. А если позвонить им в самый первый день, так и вообще мы услышим, как на сотрудницу наорали за то, что она сняла трубку. Помимо них есть и другие ивентовые персонажи, вроде сектантов, курьера самоката, грибного деда и лысого мужика, который раздает нам странные указания, типа «впустите персону с котом». Но в чем суть? Он не объясняет. Знаю, самый первый вариант, который напрашивается в вашу черепную коробку, это то, что кота нужно трахнуть и съесть. Но хер вы угадали, не спешите с выводами, мои шалуны. Дело в том, что кота можно покормить консервами, и если в вашем доме есть гости, то они не тронут жильцов, потому что котик, так сказать, поделится своей жизнью. Котик будет полезен, если вы просто хотите выжить. Правда, если же в доме будет хотя бы один гость, то трахнут и съедят уже вас, а это нежелательно. Шмалять всех налево и направо тоже не стоит, иначе все закончится тем, что жильцы впадут в семизначный ахуй от вашего акта геноцида, обоссут вас и вынесут на солнце. Поэтому советую не забивать половую арматуру на более точный анализ своих сожителей. И с каждой ночью будет все опаснее, ведь помимо постоянной паранойи, есть ли гость в вашем доме, к вам все время будут наведываться КЧС, то и дело забирая наших жильцов, а также уже знакомый нам высокий бледный мэнчик. Тут правило вы знаете, в вашем доме должны быть жильцы. Главное, по глупости не нажмите «Я один». В таком случае исход очевиден. Детка, вот мой трахач, ты посмотри, за стальные яйца подержись мои. Иногда вообще может возникнуть такая подстава, что КЧС заберут у вас оставшихся жильцов, а потом очень кстати зайдет этот красавчик, и избежать ожидаемой концовки будет нереально. А кто это у нас тут за домом не следит? 56 дебилов с уникальными историями, 10 концовок, куча пасхалок, ивентов, отсылок, в том числе религиозных. Долбаная Библия? Эй, святая долбаная Библия, сынок. Знаете, сейчас как ультанут на ютубе охуенные теории и догадки. Если вы решили поиграть в эту игру, то у вас уйдет немало времени, чтобы ебать, сосать, употреблять весь контент этой игры. Конечно, команда разработчиков суетится над исправлением багов сию минуту, как только о них приходят оповещения, за что ребятам, конечно же, респект. А то недавно словил баг, который не позволял мне использовать инвентарь из холодильника. Ни грибы употребить, ни нахуяриться, но это как-то не по-людски, я считаю. В любом случае, хороших игр отечественного геймдева я видел довольно мало, так что всем, кто потел над этим проектом, вы большие молодцы. Я постарался, чтобы в ролике было минимум спойлеров, чтобы подстегнуть вас поиграть в данный проект и немного развеселить вас. Поэтому, если вы хоть раз улыбнулись за этот ролик, вы придурок, поздравляю. Всем советую эту игру. Незадолго до того, как я закончил монтировать этот ролик, я все-таки смог пройти его на хорошую концовку. Катастрофы нет, гостей тоже нет. Вот так выглядит моя комната. А что вы хотели? Так выглядит концовка адекватного человека. 99% людей не справляются с ее получением. Подозреваю, что я нашел секретную 11-ю концовку в игре. Если тоже находили, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и крепко пожимайте яйца ваших соседей. С вами был Дезелф, до связи.